день, мои дорогие любители вязания! В первых видеокадрах вы видели салфетку, скатерть, связанную с таких мотивов. Выложена она, правда, по диагонали и соединены между собой. Видите, получается прекрасное изделие. Вязать мотив очень просто, а вот изделия получаются шикарными. Давайте с вами свяжем такой мотив и соединим между собой два. Вязать я буду вот с такой нитки. Показываю. Это у меня сегодня есть такой эксклюзив. Обычно я не знаю, какая нитка. 50 грамм, 210 метров. Это чистый хлопок. Ярнат. Эгео называется, наверное, так. Хлопок 100% двойной мерцелизации. Очень плотный такой, как вы видите. Ниточка такая, даже жестковатая. Для начала я набираю 10. Крючок у меня вот 2,25. Я даже не знаю, какой нам тут предлагали. Я просто взяла по наитию. Нам здесь предлагают 2,1, 2. Видите, я даже чуть-чуть больше взяла. По-моему, получилось прекрасно. 10 воздушных петель я соединяю в колечко. Хвостик запускаем вдоль кольца. 3 петли подъема. Это у нас будет первый столбик. Теперь 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. Захожу в колечко и подряд вяжу 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, хвостик прячу, вот 4 и 5. 5 столбиков получила. 1, 2, 3. Накид. Захожу 5 под колечко и выполняю 5 столбиков. Мы должны с вами связать 4 набора по 5 столбиков через 3 воздушных петли. Итак, смотрите, мы с вами связали один набор, второй, третий набор через 3. И вот 4-й набор мы с вами начинали из первого столбика 3 петельки подъема. Поэтому мы с вами связали 4. Заходим в 3-ю петлю подъема и завершаем этот ряд. Вот так. Не так. Вот. В итоге мы распределим наши столбики и получаем вот такой первый ряд. Далее я вяжу 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это будет первый столбик. Накид. И подарочку из 3 вяжу еще 2 столбика. Первый и второй. Теперь 3 петли. 1, 2, 3. Накид. И под эту же арку еще 2 столбика. Первый и второй. Теперь мы вывязываем наши 5 столбиков подряд все. Первый, второй, третий, 4 и 5. Но мы подошли к арке, поэтому под арку мы вяжем еще 2. 1 и 2. На круг у нас с вами получается 9 столбиков. 9 столбиков с одним накидом. Опять-таки через 3 воздушных. 2, 3. Накид. Заходим под арку. И вывязываем точно такой же набор из 9 столбиков. Обошла я по кругу. Смотрите. В этом случае опять-таки у нас было начало первого сегмента, да, и мы теперь его завершили. У нас получилось на круг 9, и мы опять с вами в 3-ю петельку подъема зашли и завершили этот ряд. 3 петли подъема, это будет первый столбик, накид, захожу в последующие 2, это у нас 3 столбика. И у нас опять-таки арка, я захожу под арку, вяжу 2 столбика, в итоге 5. Как вы поняли, следующий ряд у нас будет повторять предыдущий. 3 воздушных петельки, накид,
опять-таки в арку 2 столбика, первый, второй, все эти 9 столбиков и под арку первый, второй, 3 воздушных и опять продолжаем. То есть у нас было 9, 10, 11, 12, 13. 13 столбиков, 3 воздушных и идем по кругу. Обошли мы с вами этот ряд. У нас в каждом ряду по 13 столбиков с одним накидом. Завершаем ряд соединительной петлей с 3 петлей подъема. Далее 3 петли, это будет первый столбик, накид. И теперь заходим в каждый из столбиков. У нас здесь их 4. И вяжем 4 столбика с одним накидом. Сейчас у нас с вами в этом ряду 5 пока столбиков. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Мы можем с вами заходить в центральную петельку. В нее я вяжу первый столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, накид и второй столбик. Это в центральную петлю арки. Теперь 2 воздушных, накид и подряд 6 столбиков. Первый, второй, 6 столбиков связала, 1 воздушная петелька, накид, 1 столбик пропускаю, захожу во второй. У меня опять остается 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6. Довязываю 6 столбиков и угол оформляю вот таким образом. Так идем по кругу. Так, обошли мы с вами по кругу. 6 столбиков, 1 воздушная петелька, накид, столбик пропускаем и вот дополняем 6 столбиком первую часть. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5, это 6. И зашли, возьму тоньше крючок и зайду в 3 петельку подъема. Соединила я. И у нас тоже здесь получается 6 столбиков. С этой точки опять-таки мы с вами вяжем 3 петельки подъема, что будет соответствовать первому столбику, накид и еще 4 столбика. То есть в итоге 5 столбиков. Получила 5 столбиков. Теперь 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Накид, захожу в вершину, ну как бы угловых наших столбиков. Мы сейчас с вами оформляем угол. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Во второй угловой столбик зашла. Вершинку связала столбик с одним накидом. 3 воздушных. Накид. И захожу в первый столбик. И сейчас я вяжу 5 столбиков с одним накидом. Получили 5 столбиков. У нас, смотрите, остается столбик, арка из одной столбик. Мы с вами вяжем 3 воздушных петельки, накид, пропускаем 1 столбик, арку, второй столбик через арку и зашли в следующий. И смотрим, у нас с вами остается вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков и повторяем угол. Так идем по кругу. Итак, пошли мы с вами по кругу. Смотрите, вот уже получается красивый квадрат. Его даже если посоединять, будет очень интересно смотреться. Видите, как бы сердечки, если мы их соединим один к другому, вот так вот, да, уже будет еще одна интересное соединение квадратов. Мы же с вами продолжаем 3 петельки подъема, смотрите, вернее 3 воздушных, 1, 2, 3 и заходим в 3 петлю подъема и завершаем этот ряд. Вот что у нас с вами получается. Здесь у нас 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Мы переходим в рядом стоящий столбик соединительной петлей и начинаем с вами вязать. Сейчас у нас должно получиться 4 столбика. Это был первый, второй, вот он, третий и четвертый. Мы получили с вами 4 столбика. 4, теперь 4 воздушных. Угол 1, 2, 3, 4. Накид. Зашли в столбик. Вершину первого углового столбика.
Вот так. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. У нас здесь с вами 7, поэтому мы можем найти четвертую петлю, зайти в нее и связать столбик с одним накидом. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вершину столбика. 1, 2, 3, 4. Накид. И подряд переходим вот на этот набор столбиков и подряд вяжем 4. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Теперь у нас идет 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим. Пропускаем с вами столбик. 3 воздушных. Пропускаем следующий столбик. Накид. Заходим в один из 5 или во второй. Вот так. И смотрите, у нас осталось с вами 1, 2, 3, 4 и угол. Вот так движемся по кругу, повторяем все. Итак, смотрим, мы с вами дошли до начала этого ряда. 5 воздушных в третью петельку подъема, соединительная, и завершили этот ряд. Опять-таки переходим в рядом стоящий столбик соединительной петлей. Начинаем ряд следующий с 3 петель подъема. Это первый столбик. Вот он, второй и третий. 3 столбика с одним накидом. Угол. 1, 2, 3, 4. Накид, вершину, столбик. Один, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот наш столбик. Мы с одной и со второй стороны столбика будем вязать центральный этот столбик. Будем вязать по столбику. Я захожу в первую петлю от столбика, связала столбик. Теперь 7 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И с другой стороны зашла в первую петельку от накид я, по-моему, не сделала. Сделала. Вот. Или же под арку. Ну, под арку, чтобы он не смещался. Это тут, смотрите сами. Видите, этот ездит, этот зафиксирован. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Идем в столбик. 1, 2, 3, 4. Накид. Теперь идем на сторону. Угол мы оформили. Помним, что в стороне у нас должно с вами быть 3 столбика. Первый, второй и вот третий. Четвертый мы не довязываем. Есть. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Я иду вот под эту арку. Можно попадать в центральную петлю, можно под арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Столбик пропустили, зашли в следующий, связали 3 столбика с одним накидом, перешли на угол и оформили его точно так же. И все повторяем. Обошла я все по кругу и соединила с соединительной петлей. Смотрите, вот этот квадрат уже тоже можно где-то применить. Соединяя между собой, будет прекрасно смотреться. Мы с вами пойдем дальше по схеме. Я перехожу во второй столбик. И теперь у нас с вами будет 2 столбика. Один из которых это 3 петли подъема. И второй столбик. Теперь 3 воздушных петельки. Накид. Мы должны с вами зайти, нам предлагают не в столбик, а вот в последнюю петлю этой арки. Или же пробуйте под столбик, под арку ближе к столбику. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Опять-таки или под арку, или же в последнюю петлю арки нижнего ряда.
ближе к столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 накид. Я захожу в центральную петельку или под арку, вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. Мы теперь, то мы вязали справа, теперь с левой стороны в первую петельку арки или под арку саму. 1, 2, 3, 4, 5 накид и с левой стороны столбика столбик с одним накидом. Вот как выглядит угол. Теперь 1, 2, 3 накид. Переходим на сторону. В стороне у нас будет не 3, а 2 столбика с одним накидом. То есть один мы с вами не довязываем. Вот так. И оформляем эту часть. 1, 2, 3, 4, нет, 1, 2, 3. 1, 2, 3 идем под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под вторую арку. И 1, 2, 3 накид. Пропустили столбик, зашли во второй и в третий. Вот так. И далее мы с вами повторяем все. Итак, мы с вами связали этот ряд, и я уже соединилась с соединительной петлей. У нас остался последний ряд. Он вот такими большими арками. Это то, что нам предлагают именно для вязания скатерти. Да, это да, хорошо. Эти арки большие, создают определенную такую воздушность и рыхлость, да, но если мы хотим связать, допустим, просто изделие, я уже показывала, что мы можем на каком-то определенном моменте остановиться. Вот этот момент тоже может подойти, именно соединяясь по аркам, можно соединить, не добиваясь вот этих вот больших, скажем, арок. Ну, а по поводу больших арок, мы с вами идем. Я опять перехожу в первый столбик, и с этого столбика я вяжу 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот иду под арку, столбик без накида. Далее опять 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 под эту угловую арку. И теперь наша основная угловая арка, вот это она, у нас их 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы можем с вами сейчас, вот как я говорю, попробовать соединиться. Ищем точно так же седьмую. Желательно попадать в петлю, не под арку, для того, чтобы, более четкий был наш узор, не расплывались вот эти вот столбики. Да, или же 15, то есть мы с вами 8 петля, и дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, и опустились вот под эту арку. Далее у нас идет 9. Почему 9? Чтобы у нас нечетное количество. И опять 1, 2, 3, 4. Вот 5 петля, да, и 5 петлю мы выискиваем с вами на уже готовом мотиве. Зашли, подсоединились, и 1, 2, 3, 4. Опустились под арку. И так, в принципе, мы с вами соединяемся с каждой из арочек. Итак, вот смотрите, я соединила по стороне наши 2 квадрата. И обращаю ваше внимание о том, что одна из арок
Вот тут вот, который я сейчас здесь покажу, здесь более будет понятно. Вот мы с вами угловая арка, затем вот сюда, а следующую арку мы будем с вами фиксироваться под столбик, не под арочку, а под столбик, под этот арку, под первый, здесь у нас под второй столбик, под арку, и вот это у нас угловая арка. То есть это хорошо видно на схеме, ну а так это видно вот уже, скажем, в готовом виде. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. А вам творческих успехов и до скорых встреч.